В Эквадоре совсем недавно уже антропологи обнаружили, значит, кости гигантских людей, там популяция целая. Ну, по крайней мере, известно 5 скелетов, довольно-таки полных. Это 2,40-2,45 где-то. Это, конечно, не бог весть что, но это популяция. То есть это не гипофизарный гигантизм, да, вот когда аномалия развития, и человек вырастает, потому что у него гормоны самотропин, он вызывает повышенный рост костей лица и ступней и так далее, и рост. Вот. А это популяция, это очень важно. То есть это группа, которая размножается, у них гигантизм закреплен на генетическом уровне. В принципе, это вот как феномен стали исследовать. И сразу вспомнили находки 1913 года в Лавлоке, это, по-моему, если не ошибаюсь, штат Техас. Там тоже были найдены мумии гигантских людей, вот, и археологи этим занялись, но так как там добывали мумиё, вот, в общем, часть этих находок повредили и, в общем, растащили местные жители, пока туда археологи доехали. Но осталось 4 черепа. В музее Лавлока они находятся вот, в запасниках. Ну, это такие черепа, они гораздо больше современных черепов. Это американоиды, конечно, но, тем не менее, они 30 сантиметров высотой, эти черепа. И фактически, значит, мы имеем тоже с популяцией. Ну и есть еще данные о гробницах, о разных, так сказать, вот захоронениях в пирамидах находят гигантов. 2,40, 2,50, вот так вот. То есть о том, что, так сказать, есть документальные такие гравюры, когда вот португальцы завоевывали Америку, они встречали просто вот этих вот гигантских индейцев каких-то. Они были там, ну, вот на метр выше них, по крайней мере. И гравюры сохранились вот как раз такого уровня. Вот в Патагонии это было, там просто такие вот, есть того времени, в 16 веке эти вот гравюры. Ну и есть часть скелетов и костей, там ребра кое-какие в музеях, вернее в храмах инков хранились гигантских. Вот, то есть в Америке это, в общем-то, видимо, надо говорить о том, что там просто была популяция гигантских людей. Как это получилось, тоже вопрос большой. Либо они вторично стали гигантами, либо первично. То, что люди могут становиться гигантами, это несомненно факт. Вот, может быть, они ведут какую-то популяцию, свой род от гигантов. Сохранилась, например, кость, бедренная кость, найденная неподалеку от Йоханнесбурга. Она вот в руках антропологов, Франц Тикерей, такой вот исследователь, он директор Института эволюционной морфологии, президент палеонтологического общества ЮАР, и он фактически эту кость хранит у себя в этой анатомической школе в Йоханнесбурге, и он ее показывает. Есть 15-минутный ролик, можно англоязычный, посмотреть эту кость. Вот она обрублена где-то, вот так вот обрублена эта кость. Он сам морфолог, он хорошо и очень понятно объясняет, что она действительно гигантская, она большая, ну, где-то раза в 3-4 больше, чем вот аналогичный обрубок современной кости, современного человека. Фактически он был 3,5 метра, 3,6 метра, так вот по его данным. Он как раз морфолог. Я с ним связался, попросил его 3D-реконструкцию сделать этой кости, но он меня переслал к другим людям. В общем, там на него тоже идет заметное давление, несмотря на то, что он директор института и президент палеонтологического общества, вот такие вещи просто не прощаются. Я еще думаю, как он отважился вообще на такую вещь. Эта кость была в 60-е годы найдена в ванадиевой шахте геологами. И вот по возрасту геологических она окаменевшая кость, то есть это уже говорит о возрасте не маленьком, по крайней мере больше 2 миллионов. А по возрасту геологических пород она датируется где-то 10 миллионов лет. Вот, ну и сами понимаете, 10 миллионов лет человеческая кость гиганта, а мы тут с австралопитеками не можем разобраться, африканскими, а там, ну, естественно, это все опровергает. Полностью опровергает. Значит, была какая-то популяция. Есть еще боскопский тип, так называемые, боскопские гиганты. Остались несколько черепов. Считают, что они были предшественники бушменов, но это возраст где-то 30-10 тысяч лет. Хранится в Дарвиновском музее боскопский череп, боскопа, но он имеет больше 2 килограммов. Большая черепная коробка, очень большая, с развитыми лобными теменными долями мозга. Ну, современные бушмены, которые там живут, у них там в 2 раза меньше все это.
Говорить о том, что популяции гигантов не было, это, конечно, блеф. Просто это стараются не говорить. Ну, вот известный палеонтолог голландский Кёнигсвальд, он занимался, он нашел в аптеке Гонконга несколько зубов. Купил, это были человеческие зубы, они в 6 раз больше маляры, ну, то есть коренные зубы в 6 раз больше человеческих зубов. С корнями, все, то есть человеческая эмаль, все, так сказать. Он стал заниматься, обнаружены были остатки, выделили они вот вместе с другим ученым Ван дер Райхом, значит, такой тип, его назвали гиганта Антро Блэка, вот, то есть гигантский человек Блэка, ну, Блэк это там по имени спонсора находок. Фактически часть была утеряна во Второй мировой войне, это все попало, там в связи с пересылками и прочее, он спрятал, Кёнигсвальд, он сам сидел в японском концлагере, он спрятал бутылочку, все это, и закопал там где-то в доме. Уже после войны стали это изучать и нашли кое-какие фрагменты черепов уже в Индонезии. И вот это вот сначала его назвали мегантроп, ну, потом переименовали несколько фамилий, то есть переименовали его имя. Но мегантроп – это большой человек, да. И фактически тоже он был вот по современным прикидкам, этот мегантроп, ну, 3,5 вот так вот метра. Вот если аналогично. Просто там фрагменты, вот нет же полного скелета, понятно, так, ориентировочно. 3,5 метра, ну, вот где-то возле этого. Потом были раскопки, уже Кёнигсвальд, Ван дер Райх после войны продолжили, они, значит, были в китайских пещерах, пещеры Гигантопитека, так называемые. Вот пещеры Гигантопитека, они в Бирме, они не только в Китае, в районе Севалийских холмов на границе Индии, Пакистана и Китая. И фактически в районе там были найдены кости, но в основном зубы. Зубов много, зубов гигантов. И челюсти, нижние челюсти. Вот. Они такого человеческого типа, не обезьяньего. Очень уменьшенные клыки. И вообще видно, что у ранних гигантопитеков у них была более человеческая морфология, а поздних более обезьянья. То есть появляется у них диастема, промежуток между зубами для вставления, то есть клыки возрастают, вот, и челюсть приобретает более такую обезьянью П-образную форму. Это говорит о том, что и в линии гигантопитеков была эта деградация. Ведут они свой род от, видимо, гигантских людей. Причем ранние гигантопитеки, они, ну, скромнее по размерам, а более поздние, они более такие, совсем уж гигантские. Там около 3, даже некоторые исследователи 4,5 метров дают им высоту. Вот наш советский исследователь Якимов, он считал, что, значит, гигантопитек, мегантроп, вот эта популяция достигала 5 метров, а весила полтонны. Вот эта особь. Ну, потом переменили свои отношения антропологи. Во-первых, это все так замалчивается отчасти. А во-вторых, они говорят, ну, зубы большие, челюсти большие, а так как ничего не найдено, то, может быть, это как у парантропов. Вот были большие зубы у парантропов, массивных австралопитеков. Все остальное довольно-таки скромное. Вот, и, ну, мол, дескать, и у этих типа того. А на самом деле они не такие уж и большие были, 2 с кепкой там, ну и все. Вот. Но эти такие логические рассуждения, если бы хотели, они бы давно уже поехали и раскопали. Но так как раскопок там не ведется, а я думаю, там можно найти, наверняка. Особенно в пещерах Гигантопитека, там просто местные жители собирают это все. Они же, как считают, у них поверье, что это зубы дракона. Они это все перемалывают в порошок, и эти зубы дракона, и добавляют в пищу. Ну, в общем, это у них лекарство такое. То есть они ни одну челюсть, ни один скелет вот этими перемололи вот таким образом. Поэтому можно выкупить даже у них, вот были бы деньги. У меня даже был знакомый, вот Кашницкий, он в МК работал, вот, ему один бизнесмен предлагал посмотреть кость, вот он ездил, он даже, по-моему, репортаж сделал об этой кости, в МК прошел, но это было там лет 15-20 назад. Вот, бедренная кость большая, она у него хранится бизнес. Но я этой кости, к сожалению, сам не видел, не знаю, подделка, может быть и реально. Вот, есть в московском Кремле что-то нашли, гигантский череп. Вот тот же Кашницкий мне об этом говорил. Вот гигантский череп, ну, как бы такой он не полный, конечно, но все-таки
и изучали это дело. Тоже данных никаких нет, куда он девался и где он сейчас, непонятно. Вот Кашницкий уже умер. Были находки тоже уже связанные с территорией современной России, конечно, были, но вот как-то я так особо вот не припомню. У нас просто здесь сохранность плохая находок человеческих. У нас нет вот такого рифта, как в африканской там этой пустыне Восточной Африки, где это все вот лежит на поверхности окаменелости, когда там расходится и все пласты вскрываются. Вот этого нет у нас, конечно. Если степь, она не способствует сохранению остатков. То есть все это гниет спокойно. Ну и потом были какие-то, вот сейчас я просто не вспомню, были какие-то свидетельства о том, что участвовали даже в турецкой, вот монгольской, вот самое, монгольская ига, так называемая, там были вот такие вот, их называли девы, вот, они участвовали в армии, вот буквально там, Тамерлана и прочих разных. Это же характерно для более ранних всяких вот походов иранских царей. Вот здесь, в Скифии, они то же самое, у них было какое-то подразделение, где эти гиганты там с цепями, грубо говоря, чтобы они не убежали, они их использовали как гладиаторов таких мощных. Есть гигантская популяция Белуджистан, вот в этом районе есть еще на Памире, и гиганты тоже живут, они больше 2 метров, и есть памирские и Индия, вот там вот город есть, ну недалеко тоже вот от Северной Индии, и там тоже, в общем-то, есть популяция гигантов. Вот, тоже они больше 2 метров, их все время набирают вот в эту охрану этого дворца в Дели, вот этих как раз местных жителей. Они европеоиды, но они все европеоиды, индусы, просто у них в большей степени европеоидные черты такие вот проявляются. И вот есть там 19 века вот фото, когда с ними там разные европейцы фотографировались, и 20-го, даже начало 20-го. Вот они где-то даже и плеча, ну не то что плеча, по грудь даже, вот по пояс этим гигантам, а они с ружьями, с такими этими, вот этими, ну своими, как они называют, тюрбанами, вот они охраняют этот Делийский дворец. У банту, вот эта народность, она тоже считается довольно-таки высокая, высокорослая, там есть. Ну и в других местах планеты. То есть, в общем-то, это не такая уж редкость гиганты. Вот другое дело, в общем, откуда и как они взялись, вот это ваш вопрос.